Друзья, всем привет! Сегодня очередной обзор интересных орхидей на нашем канале. И сегодня у нас в обзоре вот такая вот интересная орхидея бабочка под названием Tingshin Baby Smile. Я еще название покажу, как оно в оригинале пишется, называется. Сейчас немножечко истории этой орхидеи. Купил эту орхидею уже пару лет назад, получается, даже уже сколько у меня даже есть. 2 года назад эту орхидею купил, 2,5 даже. Орхидея была с длинным таким, знаете, основанием, с небольшим количеством воздушных корней. И мы эту орхидею, друзья, вместе с вами на канале омолодили. Макушку отсоединили от этой орхидеи, оставили пенек. И вот этот пенек у нас нарастил детку, которая до сих пор растет у нас на этом пеньке. Вот она. Пенек у нас быстро выдал детку. И детка зацвела в своем первом домашнем цветении. Вот такая вот, друзья, орхидея. Я почему снимаю и показываю орхидеи именно при дневном свете, не на просвет? Потому что вот при таком освещении, друзья, у них раскрывается натуральный их окрас. Потому что когда они стоят на полках и отовсюду светит подсветка, лучи падают и с тыльной стороны, и сверху, отовсюду. И если подсветка, тем более еще фито, светильники стоят с кремовым, розовым, красным, каким-то фиолетовым свечением, то окрас этих орхидей, он искажается. Поэтому я решил снимать вот такие вот небольшие видеообзоры, чтобы орхидеи были у меня при дневном свете. То есть это примерно, как, знаете, орхидея у вас стоит перед подоконником, а вы подошли к окну спиной и смотрите на орхидею на свет, вроде как, да. И вот представьте, что вы стоите спиной к окну, за окном день и много света рассеянного. И вот такую примерно окрас такой вы видите этих орхидей. Вот так вот выглядит Baby Smile. Я уже показывал его в одном из обзоров, но там он немножко в другом был освещении представлен. А сейчас вот он вот такой вот красавчик, друзья. Посмотрите. Значит, я его снимал на другую камеру, и там не очень было хорошо видно его фактуру. А сейчас, друзья, посмотрите, какая красотень. Просто, вот я смотрю, я просто наслаждаюсь. Я получаю столько эмоций, что вот, знаете, не передать. У меня прям внутри аж, я не знаю, прям бурные аплодисменты. Вот. Посмотрите, какая красивая. Давайте я вам замерю сейчас размах крыльев Baby Smile. Очень-очень красивый цветок. Он таким, знаете, к средним 5. У него 5-5,5 у него диаметр цветочков. Если бы не было защипов, стандартный окрас, стандартный вариант цветения, то где-то он был бы 5,5-6. А так вот, эта бабочка, видите, защипы в середине у цветочка, в середине лепестков, вот такие вот как бы стяжечки, которые стягивают ему лепесточки. Вот, кстати, у орхидеи детки, они ярко выраженные, посмотрите, как прям вот с рюшечками. Вот. А это вот мамаша цветет, она немножечко, так, знаете, так сказать, по-классически у нее бабочка, по-классически. И вот такой вот, друзья, какой-то винно-кирпично бордовый, что ли, я не знаю, сложный такой цвет, многотональный. И вот так выглядит орхидея. Значит, окрас
цветочков с обратной стороны. Тоже это интересный момент. Так, в сторонку уберу, чтобы вот так вот, смотрите, вот такой вот цвет, знаете, цвет старой свечки, что ли, восковой такой, настоящей свечки. Неоновые, смотрите, светящиеся колонки у этой орхидеи. То есть она очень-очень интересная. С тех ракурсов и при том окрасе, когда я вам ее показывал, она немного по-другому выглядела. И вы знаете, кстати, это уже вот у мамаши, по-моему, второе домашнее цветение, у детки первое, у мамаши второе домашнее цветение. И я сейчас заметил, что, ну не заметил, я давно заметил, просто сейчас акцентирую внимание на то, что эта орхидея, она доращивает цветоносы. Смотрите, здесь она, значит, разветвлила цветонос, и кончик начинает доращивать. И здесь у нас, видите, смотрите, пошел. И детка то же самое начала доращивать. И вот он, бутон, видите, на кончик на цветоносе начинает доращивать. Вот такая вот она интересная, своеобразная. Повторюсь еще раз, что при съемках, когда на своем фоне я вам ее показывал, и на фоне стола она немножечко, ну не так вот, смотрите, эффектно выглядела со светящимися вот этими фонариками. Вот, смотрите, какая она в разных, я ее с разных, чтобы понять вот окрас ее, друзья, и саму фактуру, я вам ее с разных сторон снимаю. И вот действительно вот здесь вот отблескивает она, вроде как глянцевая, значит, глянцевые у нее нижние и верхний лепесток, а боковые они бархатные, такие матовые. То есть очень такая, знаете, интересная, своеобразная. Поэтому я вам искренне рекомендую, если вдруг у кого-то где-то попадется в продаже именно Tink Baby Smile. А вот ее название. Ага. Вот так вот я вам переверну, чтобы вам было видно. Tink Baby Smile Пилорик. Значит, 05.09.2018 года. Это была посадка предыдущая хозяйки этой орхидеи, у которой я купил ее в личной коллекции. А 20.04.21 это уже я отсоединял макушку от пенька. Вот. И вот с того времени, значит, отсоединенный пенек вот во что превратился. Вот он, сам пенек, вот он. Вот он. Видите, вот такой пенек, корицей припудренный. Вот, и на этом пеньке, видите, появилась детка. И детка вот так вот растет, цветет и развивается. Очень-очень красивая орхидея. А мамашу нам нужно уже пересаживать давно. Ее, в принципе, еще в прошлом году можно было пересаживать, но я что-то затянул резину. Вот. Постоянно любуюсь ее цветением. Цветет тоже она, ну, знаете, сколько? Ну, больше полугода она цветет в общем зачете. Вот. По аромату, друзья, у нее аромат, значит, бывает, к сожалению, только когда прямые солнечные лучи не на закате, на восходе. Вот как раз когда они стоят на полке у меня, и солнечный свет попадает только летом, именно при восходе, когда солнце всходит. И вот в утренние часы вот эта вот орхидеечка источит такой тонкий, далекий, нежный, сладкий аромат. Но потом, как солнце встает, уходит все, орхидея как будто, знаете, чистая, без каких-либо запахов. И такая тоже аллергенная. Все, друзья, пишите в комментариях, что думаете об этой орхидее. И хотелось ли бы вам такую красотку иметь у себя в коллекции.